Итак, начинаем с самого главного. Ты нашла свою любовь. Он в Великобритании, а ты за границей. Но британская бюрократия не спит. Офицер из Home Office стоит у ворот UK, ну просто как сторожевая. А образно высказываясь, это та неприступная стена, которую вам предстоит взять штурмом. Понятное дело, что мне никто не может отказать жить с моим женихом, мужем или партнером. А вы уверены, что все оформлено правильно, а то ведь не впущу. Слушайте, не занимайтесь ерундой и не мучайтесь. Посмотрите это видео, которое я разбил на 10 логических частей, до конца, и вы будете иметь полное понимание этого вопроса. Друзья мои, сегодня поговорим о суперважной теме, как правильно выйти замуж или жениться в Великобритании и оформить визу супруга либо супруги или партнера, чтобы все было по закону и без осложнений с Home Office. Это самая полная, но одновременно простая и пошаговая инструкция о том, как получить заветную визу невесты либо жены, либо жениха мужа и воссоединиться с вашим любимым в Соединенном Королевстве Великобритании. Если вы то там, то здесь видели какие-то кусочки информации на эту тему и пытаетесь это все склеить, соединить воедино, чтобы сложить полную картину, слушайте, не занимайтесь ерундой и не мучайтесь. Посмотрите это видео, которое я разбил на 10 логических частей, до конца, и вы будете иметь полное понимание этого вопроса. Говорить будем, как всегда, о серьезных вещах, но расслабленно и с некоторым юмором, чтобы вам было одновременно и информативно, и не нагрузно, и не скучно. Я запланировал несколько видео на эту тему, так как вопрос этот обширный, и все абсолютно в одном видео не уместить. Потому что вы просто устанете слушать, потеряете фокус, поэтому разобьем. Но сегодня мы рассмотрим самые главные вещи, детали же типа финансовой возможности вашего британского жениха, невесты или партнера оставим на вторую часть. Тема горячая. Предполагаю, что если все не покроем, сделаю, возможно, и третью часть, чтобы все закончить, подытожить. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Итак, начинаем с самого главного. Ты нашла свою любовь. Он в Великобритании, а ты за границей. Вы хотите быть вместе, жить, любить, спать под одним одеялом, завести кошку, рыбок, я не знаю, ссориться, мириться, по-английски сплетничать о соседях, обсуждать, кто в этот раз вынесет мусор, а кто в это же время будет жарить яичницу. Но британская бюрократия не спит. Офицер из Home Office стоит у ворот UK, ну просто как сторожевая, и шепчет. А вы уверены, что все оформлено правильно, а то ведь не впущу. Друзья, причина, по которой я решил записать это видео, такова. Мой хороший близкий друг, которого я знаю вот уже больше 15 лет, с которым я делил комнату в Ист-Лондон еще в начале 2000-х, гражданин Великобритании, все еще пытается привезти сюда в Лондон свою законную жену из своей страны. Он недавно получил отказ уже на вторую апелляцию. На каждую подачу он нанимал адвоката. Имеем результат. Потрачены деньги, за которые можно купить неплохой автомобиль, а жену так и не впустили. И теперь она подала на развод, так как просто не видит смысла в этом дистанционном браке. Еще раз, у него британский паспорт вот уже более 10 лет, имеется жилье, а браку с женой более 30 лет и 2 взрослых детей. А все почему? Да все очень просто. Home Office ее не пропускает. Home Office, кстати, можно условно перевести как Министерство внутренних дел. Они же, кроме других функций, регулируют и иммиграцию.
Да, именно Home Office занимается вопросами иммиграции, включая такие вопросы, как выдачу виз, рассмотрение заявлений на получение вида на жительство, контроль за въездом-выездом, депортации, также предоставление убежища, а также надзор за полицией и внутренней безопасностью. Так что в контексте нашего видео можно уверенно сказать, что Home Office – это такой главный орган, который решает, сможет ли ваш супруга жить с вами в Великобритании. А образно высказываясь, это та неприступная стена, которую вам предстоит взять штурмом. Я понимаю, что вы думаете, какой еще Home Office, если он уже есть или будет моим мужем и сам живет в Англии? Понятное дело, что мне никто не может отказать жить с моим женихом, мужем или партнером. К величайшему сожалению, вынужден вас в чем-то разочаровать, но и одновременно с радостью смогу в чем-то обнадежить. И все вы узнаете в этом замечательном видео. Смотрите, добавьте в сохраненные, чтобы не потерять. И пошлите ссылку всем подругам, собирающимся замуж в Великобританию. Сегодня расскажу, как пройти весь путь от «мы любим друг друга» до «мы женаты». И она живет со мной в Лондоне, Манчестере или Ливерпуле. Ну, если вы оба любите Битлз. Чтобы все было по правилам, не было отказов по визам, депортации, и все это не привело к нервному тику у вас в глазу. Итак, без длинных предисловий врываемся в тему. Часть первая нашего видео называется так: «Кто имеет право на спонсорство?». Если ты хочешь привезти свою будущую жену либо мужа в Великобританию, ты должен либо должна быть гражданином Великобритании или иметь settled status. Например, по EU Settlement Scheme, то есть постоянный статус с неограниченным пребыванием в UK, либо быть резидентом, так называемый ELR, Indefinite Leave to Remain, то есть, опять же, резидентом Великобритании, без ограничения по пребыванию. Если ваш жених и сам находится здесь по временной визе, ну там рабочей или студенческой, например, то извините, ничего не получится. Все, что мы обсуждаем, исключительно для settled, то есть оседлых людей в Великобритании. Лишь они могут ходатайствовать о получении виз для своих любимых вторых половинок. С этим все понятно. Плавно перемещаемся к части второй. Часть вторая нашего видео называется «Каков статус отношений на момент подачи?». Ты не можешь просто сказать Home Office: слушайте, мы переписывались в Instagram, я даже видел ее по видеосвязи, по Вайберу 3 раза, я думаю, у нас любовь и уверен, хочу жениться. Нет, друзья мои, британцы не верят в виртуальную любовь. Поэтому у тебя есть 3 опции. Первая – fiancé виза, то есть виза невесты. Подойдет для тех, кто еще не женат, но собирается это сделать в UK. Второе – spouse виза, то есть виза жены либо мужа, если вы уже официально женаты. Третий вариант – unmarried partner виза. Виза для партнеров, если вы живете вместе более 2 лет, как супруги, но без официального брака. Сегодня обсудим все 3 варианта. Как правильно пожениться в UK, либо за пределами королевства, как получать визы и что делать, если вы партнеры и не планируете жениться, но хотите вместе жить в UK. Так, начинаем разбираться с этими визами. И, соответственно, в части 3 нашего видео поговорим о fiancé виза. Первой из виз, которые мы представили. И именно эта виза исключительно для еще не женатых женихов и невест. Сценарий такой. Когда вы определились с чувствами и подали документы, твоя будущая жена либо муж изначально получает визу жениха-невесты сроком на 6 месяцев. За это время вы должны приехать в UK,
официально пожениться и подать заявление на spouse visa внутри страны, то есть отсюда, с UK, то есть уже на визу жены. Внимание, очень важно. Нельзя просто отложить и сказать: слушай, давай, наверное, еще подумаем, все взвесим и, возможно, попозже поженимся. Нам же не горит. Нет, через 6 месяцев, до свидания, ваш жених или невеста в этом случае должны покинуть страну, так как вы не сделали того, для чего эта виза была выдана. Вы не поженились. Но в этом видео мы все же предположим, что эти полгода вы провели с пользой, прошли все испытания друг друга, поняли, что можете уживаться и решили пожениться. На этом переходим к следующей, 4-й части нашего видео. Как правильно пожениться в UK. Пошаговый разбор. Итак, бракосочетание в Великобритании это не как у нас. Забежали в ЗАГС на обеденном перерыве со своего завода. Сказали: я согласен, либо согласна. И побежали дорабатывать рабочую смену уже женатым или замужней. Нет. Тут в Великобритании это целый процесс. Вот чек-лист. Первое. Зарегистрировать намерение вступить в брак. То есть give notice. В местном регистраторе. Register Office. По сути, это просто означает пойти в регистратор и сказать: мы планируем пожениться. Все. Помните, что это надо сделать минимум за 28 дней до дня предполагаемой свадьбы, так как есть рассмотрение. Интересно то, что инфа о вашем предполагаемом браке становится официально доступна, публично. И сделано это для того, чтобы кто угодно мог оспорить ваше желание жениться либо выйти замуж. Ну знаете, это как в фильмах. Если кто в зале, кто хочет опротестовать брак, который мы здесь заключаем. Если да, говорите сейчас, если нет, замолчите навсегда. Часто в фильмах. Второе. Приехать лично, вдвоем, с паспортами и визами. Подключиться по Zoom не получится. Важно личное присутствие. Третье. Заплатить сбор. Последнее, что я слышал, около 40 фунтов. Но спешите, потом будет дороже. Четвертое. Подождать, пока пройдет notice period. Это можно перевести как период объявления или период заявления. Как я и сказал, обычно это 28 дней, но срок может быть увеличен даже до 70 дней, если у регистра есть сомнения. А эти сомнения обычно касаются пар, где как раз у одного из вступающих в брак нет британского гражданства, либо оседлого статуса. Так что, люди, будьте готовы, что ваш срок ожидания может быть от 28 и до 70 суток. Если в конце концов все окей, вы получаете разрешение на брак. Пятое. Выбираете дату, место и бронируете церемонию. Шестое. Регистрируете брак официально. Получаете marriage certificate. Все, мои поздравления. Теперь вы женаты по британским законам. Здесь хочу обратить ваше внимание. Некоторые регистраторы могут потребовать перевод документов, подтверждение адреса и даже доказательство подлинности отношений, если невеста или жених из так называемой высокорисковой страны. С этим все понятно. Итак, возвращаемся к нашему списку. И следующее после визы невесты, часть 5. Первое действие после свадьбы. Подача на spouse visa, то есть виза жены. Друзья, предположим, что вы успешно расписались и дожили до утра после всего выпитого шампанского, танцев, драк и даже похищения невесты. Теперь твоя новая супруг подает на spouse visa изнутри UK по визе невесты либо жениха. Теперь и на какое-то время у вас будет чувство, что вы живете втроем. Вы, ваш супруг и home office. Вам нужно собрать ваше свежее британское свидетельство о браке,
Подтверждение дохода вашего британца мужа или жены. Тут отмечу, с 21 апреля 2025 года это 29 тысяч фунтов в год. А скоро обещают снова поднять до 30 500. А более отдаленные планы даже до 38 700. Следующее. Подтверждение проживания. То есть, где собираетесь жить. Если у вашего мужа или жениха нет жилья, пошлите ей линк на мой YouTube канал. У меня здесь самые полные и лучшие инструкции на тему приобретения жилья в Великобритании. Идем дальше по списку. Собрать доказательства ваших отношений. Это фото, переписки, совместные поездки и так далее. Также необходимы выписки из банка, письма, счета и тому подобное. Подача производится через онлайн. Снятие же биометрии в одном из специализированных центров. Их легко нагуглить. Даже не будем на этом останавливаться. Стоимость визы плюс IHHS, то есть Immigration Health Surcharge, около 3500 фунтов. Этот IHS переводится как иммиграционный медицинский сбор. И по сути дела дает вам доступ к NHS, то есть национальной системе здравоохранения, которой пользуются все англичане. По-моему, мы разобрали все очень понятно, и вам будет легко ориентироваться в обоих этих визах. Виза невесты и виза жены. Переходим к следующей части. В следующей 6-й части видео поговорим о браках, заключенных с британцем, но вне UK. Что если пожениться за границей? Давайте рассмотрим и этот вариант. Если вы с вашей второй половинкой поженились в другой стране, например, в Египте, Таиланде или даже в Штатах, не знаю, скажем, в Лас-Вегасе, и вашим свидетелем там был почти похожий имперсонатор Элвиса. Это все может быть прекрасно и даже очень романтично. Но вот только Home Office вполне может все это поставить под большое сомнение. Чтобы этот брак признали официально в Великобритании, нужно соблюсти два условия. Первое. Брак должен быть заключен в стране, где это официально разрешено законом, и с соблюдением всех местных правил и процедур. Должен быть официальный сертификат, знаете, с печатями, датами и так далее. Второе. Эта страна должна входить в список стран, чьи браки признаются в UK. Эту инфу легко найти на Гугле и проверить через интернет. Мы весь список оглашать не будем. Вы и сами с этим легко справитесь. К примеру, я знаю, что браки, заключенные в мечетях некоторых мусульманских стран, Home Office любит поставить под сомнение. Итак, возвращаемся, так сказать, к нашим баранам. Вы должны предоставить оригинал свидетельства о браке с переводом на английский, если нужно, и подать заявление на визы в соответствии с правилами. Чаще всего это все та же spouse виза, либо fiancé виза, если вы еще не женаты на момент подачи, но хотите легализовать отношения в UK. Важно отметить, если Home Office посчитает, что ваш иностранный брак фиктивный, слишком свежий, слишком подозрительный или, скажем, слишком нестандартный, они могут иметь вопросы. Поэтому не забудьте про доказательства отношений. Фотки, чаты, совместные поездки, банковские переводы один другому и так далее. Итог этой части видео таков. Даже если вы заключили брак не в UK, а за границей, ничего страшного. И это также обычно нормально воспринимается Home Office. Но не думайте, что это какой-то обход системы или более легкий путь. Нет, это просто другой способ. И там также придется потрудиться, чтобы Home Office вас одобрил, принял ваш брак как действительный и сказал: добро пожаловать, можете жить и любить вашего мужа здесь, в Великобритании. Главный плюс этого способа
можно избежать визы невесты. А минус – это расставание на время ожидания визы и больше формальностей. Так, друзья, с браками, заключенными за пределами UK, все понятно. И мы переходим уже к 7-й части нашего видео. Классические ошибки и как их избежать. Итак, вот короткий список типичных ошибок, за которые вас могут и, скорее всего, таки накажут. Попытка выйти замуж в UK, приехав сюда по туристической визе. Казалось бы, а что такого? Но нет. Этого делать просто нельзя. Home Office это не пропустит. Это нарушение визовых условий. Второе. Фиктивный брак с целью получить ВНЖ. Тоже не получится. Никакой свадьбы за 5000 фунтов не получится. Home Office имеет опыт отфильтровывать такие вещи, и кроме тюрьмы и депортации вам ничего не светит. Третий вариант. Недостаточно документов для рассмотрения вашего визового вопроса. Друзья, не экономьте на сборе доказательств. Ни времени, ни средств. Это тот самый случай, когда чем больше, тем лучше. Также несвоевременная подача. Подавайте все заявки на визы вовремя. Следите, чтобы ничего не просрочилось. Например, не дожидайтесь окончания визы невесты, если готовы на брак. Действуйте. Так, друзья, по-моему, и с типичными ошибками мы также разобрались. В следующей, уже 8-й части нашего видео поговорим о том, что же дальше после получения spouse виза, то есть визы жены. И правда, что же дальше? А вот что, после получения spouse виза вы получаете право жить, работать, учиться в UK сразу на 2,5 года. По-нашему это можно насчитать как ВНЖ. Через 2,5 года подаете на продление и получаете FLR, Further Leave to Remain, визу. Она переводится как продление разрешения на пребывание. Еще через 5 лет ELR, Indefinite Leave to Remain. А вот это уже не ВНЖ, а самый настоящий ПМЖ, говоря простым языком. А там, глядишь, и до гражданства рукой подать. И в скором времени вы счастливая обладательница или обладатель британского паспорта. Но все это, если вы все делаете правильно с самого начала, именно так, как я объясняю в этом видео. А будут вопросы, задавайте в комментариях. Итого, подведем промежуточный итог. Мы полностью закончили рассмотрение визы невесты и визы жены. Но если вы помните, в начале видео я объявил, что рассмотрим также и визу партнера. Это 3-й вариант. Итак, 9-я часть этого видео целиком посвящена Unmarried Partner Visa. То есть живете как супруги, но без официальной свадьбы. Если вас эта виза не интересует, ну так проскрольте вперед минут 6-7 и смотрите дальше. А я тут пока объясню. Итак, живете как муж и жена, полноценные партнеры, но союз не зарегистрирован в ЗАГСе. Специально для вас существует Unmarried Partner Visa. И да, она работает. И я скажу, что очень недооценена. Ведь многие хотят пожить в Великобритании, но одновременно связывать себя узами брака пока что не готовы. Кто-то настолько продвинутый, что считает, что штамп в паспорте это полный архаизм. А кто-то уже так обжегся предыдущими отношениями, что просто не хочет больше рисковать. Но при этом хочет жить в UK со своей половинкой по-настоящему, а не по Вайберу или по Зуму. Вы меня понимаете? Главное условие этой визы – вы должны доказать, что уже живете вместе как пара минимум 2 года подряд. Причем не просто мы любим друг друга, но встречаемся по выходным. Такое не пойдет. А именно ведете совместный быт. А еще лучше имеете общие финансы. То есть вас реально отличает от обычной семьи только отсутствие брачного свидетельства. А в остальном вы самая настоящая семья.
Что для этой визы нужно показать Home Office? Давайте разберем. Совместный адрес в течение 2 лет. Это может быть аренда, ипотека, коммуналка, счета. Чем больше, тем лучше. Письма из банка, из медицинского учреждения, фотки с вашего быта, с вашего дома, и фотки с путешествий. Все подойдет. Второе. Ваша финансовая взаимосвязанность как пары. Очень хорошо, если у вас есть общий счет, либо хотя бы переводы денег друг другу, совместные покупки, поездки. Третье. Доказательство интимности в рамках приличий, конечно. Совместные поездки, фото, друзья, признание в любви, если не стесняетесь. Кому этот вопрос не ясен, пишите в личку для более детальных разъяснений. Шутка, конечно. Также подойдут письма от друзей или семьи, которые подтверждают, что вы почти семейная пара, но без штампа в паспорте. Плюсы этого пути и этой визы таковы. Не нужно бежать в ЗАГС и регистрировать брак. Раз вас все устраивает просто быть партнерами, то и Home Office не против. И не важно, в какой стране вы познакомились. Опять же, Home Office не видит разницы. Это официальный, признанный Home Office путь, который практически приравнивается к воссоединению семьи. Но есть и минусы. При этой визе вас проверяют буквально под микроскопом, так как велик риск мошенничества. Также более высокий процент отказов, особенно если документы собраны неосновательно. Это не какой-то такой путь, при котором вы срезаете углы по времени или деньгам. Это такой же серьезный путь, как и обычная спаус-виза, просто без кольца на пальце. Вы понимаете? Здесь важно отметить, что для подачи на эту визу ваш британский жених, муж или партнер должен зарабатывать суммы, которые мы обозначили ранее в этом видео. И еще раз рассмотрим более подробно в следующем видео. Поэтому, друзья, не пропустите. То есть по финансовому требованию цифры такие же, как и на визу невесты или жены. Также вам будет необходимо пройти языковой тест и подготовиться морально к интервью, где вас, скорее всего, спросят, где и когда вы познакомились, кто первый признался в любви, какого цвета у обоих из вас зубные щетки, ну и даже кто у вас главный или более активный в отношениях. С некоторыми подробностями, о которых мы здесь промолчим, чтобы YouTube не забанил это видео. Уверен, что моя взрослая аудитория понимает, о чем идет речь. А если не понимает, пишите в личку. Я объясню. Шутка, конечно. Итог этой части видео. Если у вас есть гражданская жена, либо гражданский муж, и вас это обоих устраивает, не обязательно против вашей воли идти в ЗАГС. Вас никто не заставляет этого делать. И это не есть необходимостью для получения данной визы. А главное, доказать Home Office, что вы уже живете как настоящая семья. Вот и все. Часть 10 нашего видео называется так. Зачем торопиться, если можно отложить на потом? Друзья, я живу в UK с 2008 года и слежу за всеми законодательными изменениями постоянно. С каждым годом правила ужесточаются. Сумма необходимого дохода вашего жениха или мужа в Великобритании все время растет. Кроме финансового требования, и сроки рассмотрения все время затягиваются. Если вы встретили или встретила свою любовь, не тормозите. Самое дорогое в жизни – это упущенные шансы и упущенные годы. Друзья, в своем возрасте я это уже четко понимаю. Ведь любовь – это прекрасно. А бюрократию Home Office мы с вами обязательно победим. Главное знать как. Поэтому мы и разбираемся. Друзья, кто досмотрел до этого момента, молодцы. Это те самые стойкие,
кто реально и серьезно задался идеей получить визу и жить в Великобритании. Сейчас быстренько скажу еще раз, о чем следующее видео, и сразу перейдем к заключению. В следующем же видео я расскажу более подробно о финансовых требованиях к вашему английскому жениху, мужу или партнеру, чтобы Home Office дал вам добро, и вы смогли воссоединиться с вашим любимым и жить здесь, в Великобритании. Это критично важно. Ведь если он или она не подходят по финансам, вы приехать или остаться жить здесь в UK не сможете. И все эти чувства и потраченное на отношения время, все на смарку. Обязательно смотрите мое следующее видео, чтобы не пролететь мимо вашей британской мечты. Друзья, вот мы и подошли к заключению. Делаем простой вывод. Хочешь жить с любимым человеком в UK, будь готов не только к романтике, но и к бумажной волоките и вообще к борьбе с хоум-офисом. Зато потом, когда вы уже вместе и пьете чай с молоком, это так по-английски, не с лимоном, а с молоком, в своем доме с видом на красный почтовый ящик Royal Mail за окном и такую же телефонную красную будку от British Telecom, то понимаешь, вот оно свершилось. И таки да, это стоило всех трудов с визой. Выбираешь ли spousal визу? Отлично, готовься к свадьбе. Выбираешь fiancé виза? Тоже вариант, но помни про дедлайны. Живешь как семья без росписи? Есть шансы для вас, но нужны доказательства. Британская миграционная система – это не клуб романтиков. Ей вообще не интересны чувства, ей интересны бумаги. Поэтому покажи ей, что ты не просто влюбился, а готов быть ответственным взрослым человеком. И тогда, возможно, тебе даже улыбнется Home Office. Друзья, напоминаю, что все, что я тут рассказываю, это мое личное мнение, а не юридическая консультация. Я не юрист, а просто осведомленный человек, проживший здесь пару десятилетий. Если же хотите официальную юридическую помощь, обращайтесь к иммиграционному адвокату. А остальные, те, которые готовы верить мне на слово, подписывайтесь, ставьте лайк, обязательно обсуждайте свои визовые вопросы в комментариях и не пропустите следующее видео. Ведь я всегда говорю, самое важное и интересное еще впереди. Желаю всем головокружительной любви и пока.